Привет, друзья и гости моего канала. Меня зовут Лена Григор, и вы на моем канале о жизни. Я продолжаю мою рубрику «Как я провожу выходные». Впереди у нас выходные, и если вы не знаете, куда поехать или пойти, посмотрите это видео до конца, и, возможно, ваше мнение изменится, и вы решите куда-нибудь выйти из дома. Когда вы один, то очень трудно найти то место или желание даже внутреннее, чтобы куда-нибудь выбраться из дома. То есть сначала, особенно те, кто после развода или расстались, чувствуют свободу, вот и сейчас я куда-то там поеду, но со временем одиночество затягивает нас всех в наши норы, где мы сидим и не вылазим. И найти вот это внутреннее чувство, что давай куда-то ты пойдешь, я обнаружила, что для многих людей это является проблемой. Поэтому я сегодня вас приглашаю в свой выходной и расскажу и покажу вам, чем я обычно, скажем так, занимаюсь сама. Вы знаете, достаточно непросто с утра составить самой себе план. Вот когда мы были маленькие, нам родители говорили, куда мы сегодня пойдем. А когда мы становимся старше, то эта задача лежит уже на наших плечах. И не всегда мы с ней справляемся хорошо. И чем это все заканчивается? Заканчивается тем, что мы бесконечно листаем ленты новостные, листаем Фейсбуке, Инстаграмы и другие платформы, если там Россия, что там, Одноклассники, Контакты. И так проходит наш выходной, и так проходит день за днем. Ну что еще? Можете фильм, да, наверное, дома посмотреть. Можно посидеть на телефоне час-другой там с одной подружкой или другом, с другим. Может, даже встретитесь, чай попьете вместе. Но как далеко это все от активности? От активности физической, когда вы еще полны сил, есть еще какая-то энергия, так как вы проснулись, поели и чувствуете прилив сил, то здесь как бы, сложно, что ли, взять себя, организовать и куда-то поехать. Вот в прошлом видео в одном из видео я рассказывала о том, что лучше всего вступить в какой-то клуб по интересам и найти себе там друзей. И это правда. Неважно, чем вы занимаетесь. Если вы даже плетете макраме, найдите этот клуб. Я жила в разных районах Квинсленда и могу вам сказать, что в каждом районе что-то есть. Я помню, в одном районе было даже клуб любителей шить на машинке. Собирались женщины, это был такой воркшоп, где были бесплатно машинки, они там собирались, и одна из них учила других, например, как шить одеяло в стиле там пэтчворк, кажется, если я не ошибаюсь, как это называется, сложное какое-то лоскутное одеяло, да, вот, то есть, и это уже возникают какие-то интересы, завязываются знакомства. Это всегда необходимо. Мы социальные люди, мы всегда хотим быть в обществе. Если мы изолированы, уже тут, знаете, если сидим дома, никуда не выходим и ни с кем не общаемся, то, в принципе, недалек тот час, когда нам поставят диагноз шизофрения или еще что-то. Мы будем пугаться общества, потому как наша нора, наш дом, он, скажем так, нас сохраняет от всех сложностей, которые могут быть где-то вне дома. Я строю свои планы обычно накануне. Я взвешиваю, насколько я буду свободна и от каких-то других встреч. И если я вот как сегодня остаюсь сама с собой, то я всегда стараюсь выехать куда-то погулять, то есть активность, и увидеть что-то новое. И вот каждая прогулка такая, она всегда не заканчивается вот просто пустой. Я всегда, как говорится, уйдешь в путешествие, даже короткое, уже возвращаешься другим человеком. И это правда.
всегда что-то новое видишь, или людей, или животных. Австралия особенно. Это прекрасная страна. Вот для моих австралийских друзей и подписчиков я скажу, вы живете в стране, куда люди со всего мира мечтают приехать и хотя бы посмотреть. Вот. Я знаю, что, особенно вот по страницам на Фейсбуке, я вижу, что какое-то уныние у некоторых присутствует. Но я понимаю, что сейчас общая мировая обстановка такая, что многим людям не до радости. Но это не говорит о том, что вы должны вот себя заживо похоронить. Никому от этого лучше не будет. Сохранение себя в физической и эмоциональной форме гарантирует, что этому обществу, как минимум, уже нет угрозы на одного человека. То есть, если каждый будет заботиться о своем физическом и эмоциональном состоянии, то в целом общество будет здоровое. Вот, поэтому выходной провести активно — это не только получить удовольствие, какой-то фан, но еще и быть здоровым физически и эмоционально. Ну вот такое вступление. Не знаю, насколько продлится видео. Если оно будет длинное, я, скорее всего, его разделю, потому как пока YouTube не допускает меня до длинных видео. Наверное, правильно, какую-нибудь фигню записываю, кому это интересно, люди выключат, скажут, вот с ума сошла, какую-то ерунду там рассказывает нам. И одна из первых моих остановок была на восточной части Брисбена, называется Wynnum Esplanade. Кстати, я увидела первый раз, как обучают парусному спорту. Так что, кому интересно, можете загуглить и присоединиться к ним. В общем-то, слаженно ребята работали. Также мне удалось заснять на камеру настоящую тортилу. Я подумала, хорошо, что я там не плавала. Если бы я ее встретила в открытых водах, то от неожиданности, конечно, бы испугалась. Но видеть ее вот так, это было чудесно. Ну и, конечно, здесь у нас есть еще и пеликаны, которых можно покормить или просто вот за ними понаблюдать. Но сегодня вот у моря было как-то очень волнительно, и ветер, и, в общем, я решила, что я здесь не останусь, а двинусь куда-нибудь повыше в горы. Так что продолжаю свое воскресное путешествие. Что хочу сказать вот по скоростному режиму вот в Австралии. В Австралии у нас со скоростным режимом очень строго. Если написано 100, значит должно быть 100. Ну, возможно, 102, 103, но никак не 107. Признаюсь честно, я из той категории, какой русский не любит быстрой езды. Но за это мы получаем штрафы и снятие баллов. Бальная система в Австралии у нас 12 баллов. В зависимости от превышения скорости с нас снимают там 1, 2, 3 баллы. И когда они все у вас уже исчерпаются, то вы можете быть лишены водительских прав судом на определенный промежуток времени, что крайне неприятно, особенно если ваша работа связана с тем, что вы водите машину. Ну и вообще, общественным транспортом в Австралии не всегда есть куда добраться. Поэтому здесь в каждой семье 1, 2 и более машин. Ну, возвращаясь к скоростному режиму, скажу, что я ехала как-то в центре города, там был указатель 40, но я его не увидела. Я думала, что там 50, то есть в центре города там некоторые дороги есть 50, некоторые 40. Я думала, что на той дороге 50, и я ехала со скоростью 47 км в час. Хотя там было написано, уже потом я посмотрела, 40.
мне пришел штраф за превышение 7 километров. Я заплатила $288. Вау! Это было прям удар ниже пояса. Я очень аккуратно отношусь к деньгам, но вот такой промах, он очень болезненный. Вот. Ну и сняли с меня 1 балл за 7 километров. То есть 1 балл, $288 за превышение скоростного режима в 7 километров. Так что добро пожаловать в Австралию, соблюдайте скоростной режим. Кстати, ранее за то же самое превышение, я думаю, эта ситуация была введена в период ковида. До ковида это же превышение стоило $175. Я тоже это хорошо знаю, потому что получала тоже этот штраф. Вот. Для злопыхателей сразу скажу, я нахожусь за рулем уже 30 лет, почти 30 лет, без малого. У меня не было, слава богу, ни одного правонарушения, где я бы была виновницей или по моей вине была создана какая-то обстановка серьезная на дороге. Вот, чему, спасибо нашей советской школе вождения автомобиля. Она была потрясающей. Меня обучали водить автомобиль на машине Москвич 412. Но вы не представляете, это тот какой-то мини-трактор. И когда я ехала на этой машине, то на обочине стоявшие мужчины показывали на меня пальцем, потому что в те времена женщин было единицы, кто водили машину. Но вот я во все, так сказать, тяжкие была готова. И вот уже, кстати, здесь в Австралии я все мечтаю осуществить свою детскую мечту. Это приобрести мой собственный мотоцикл. Наверное, на пенсии точно мотоцикл куплю. Потому что у нас бывает трафик очень сильный. Я когда приехала в Австралию, вот район Брисбена, Саншайн-Коста, Голд-Коста, это было первый раз мой приезд в Австралию 18 лет назад, то машин не было столько много, и дороги не были такие широкие. То есть их все время расширяют, уже вот скоро будет напоминать московский МКАД. Там 5 полос в каждую сторону, ну вот здесь, видите, 3. Ну и следующая моя остановка была на горе Манта-Барин. Я очень люблю это место, здесь прекрасные виды со смотровой площадки, можно видеть, как много людей собираются, берут с собой еду, расстилают что-то на землю или просто сидят на траве и наслаждаются шикарными видами. Также здесь можно найти удивительные тропы. Пойдем-ка мы по тропе ведьм. Куда нам деваться ведьмам? Только по нашей тропе и ходить.